Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. И для вас снимаю ваш Таро-прогноз на сентябрь 2022 года. Помогут мне сегодня в этом руническое Таро, а также Ленорман Золотой Нити. Мы плавно с вами вступаем в осень, поэтому очень важно посмотреть, каков будет событийный ряд, подготовиться к этому событию и посмотреть, на что обратить внимание и в чем принять какие-то меры. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совета карт. Арканы перед вами. Немножко карты отсвечивают, но я все вам буду подносить, все будет хорошо видно. Итак, общая энергия месяца. У вас тройка пентаклей. Но вы в этих вопросах, я говорю, себе не изменяете. Работа, работа, еще раз работа. Но работа здесь может быть разноплановая. Это может быть работа над собой. Допустим, вы занимаетесь изменением себя как духовная работа, личностного роста, или вы занимаетесь спортом, строите свое тело. Это может быть работа над отношениями, это может быть работа над социальными связями. Это может быть работа в прямом смысле слова, то есть вы оттачиваете свое мастерство, свое искусство. Мы сейчас с вами проясним, чего в большей степени это у нас будет касаться. Ну, как мы видим здесь по четверке пентаклей, это, знаете, как сжечь мосты, убрать из жизни все то, что вас отягощает, не дает вам возможности двигаться дальше, раскрывать и реализовывать свой потенциал, потому что вы будете бороться за свою стабильность. И вот видите, попытаться хоть что-то сохранить, чтобы хоть что-то уцелело, что-то спасти, стабилизировать себя, свою жизнь. То есть у вас важнейшим таким вот пунктом это будут вопросы финансов, вопросы работы, заработка и вашей реализации. Потому что для вас финансовая стабильность, это, знаете, как говорю, превыше всего. Если мы с вами проанализируем работу, у вас на работу падает туз мечей. С одной стороны, замечательный аркан, потому что он приносит новые идеи, новые возможности, реализацию новых проектов, раскрытие вашего потенциала. Это, знаете, сгенерированные идеи, которые вы воплощаете в жизнь. Но вместе с тем это может быть в какой-то степени повышенная конфликтность, выяснение взаимоотношений. Поэтому наша задача сейчас эти моменты прояснить. Итак, если на данном этапе вы не работаете, то есть вы не работающий пенсионер, вы домохозяйка, либо вы в декрете, то здесь по четверке чаш ситуация для вас останется неизменной, несмотря на то, что вас эмоционально это несколько будет выбивать из колеи, но вы будете принимать ситуацию как данность. Но тут больше в связке с тузом мечей идет как размышление о поиске жизни, о поиске себя, о возможностях реализации себя в чем-либо. То есть это, знаете, как попытаться разобраться со своими чувствами, со своими планами и выбрать вектор движения. То есть куда вам двигаться дальше, в чем развиваться дальше. И если вы у нас в статусе соискателя, то туз мечей и жрица – это решение какого-то вопроса, проблемы или ситуации, которая вам подскажет интуиция. Начиная от выбора сферы деятельности до реализации в профессии. Потому что, как показывает аркан, знаете, как информация, которая идет свыше. То есть придет понимание того факта, в чем нужно себя раскрыть, в чем себя нужно реализовать. Если вы являетесь наемным сотрудником, то, как я вам говорила, повышенная конфликтность. Потому что, обратите внимание, туз мечей и рыцарь мечей. Выяснение взаимоотношений, агрессивность, повышенная возбудимость. Это, знаете, как реакция на любое какое-то замечание, критику. Оно неудивительно, потому что сейчас у нас будет Марс в Тельце, поэтому это, конечно же, будет сказываться на вас, на вашем поведении, на ваших поступках. Это может даже у кого-то привести не только к выяснению взаимоотношений, но и как минимум, знаете, как к уходу из текущего рабочего места на фоне конфликта. Если же у вас свой собственный бизнес, то туз мечей, король мечей, вы здесь можете заниматься вопросами оформления, переоформления, то есть это, знаете, что-то оформлять юридически, открывать дело, либо, не знаю, там, нанимать себе нового юриста, нового бухгалтера, то есть решать какие-то бюрократические вопросы, убирать бюрократические препоны. Но опять же, туз мечей и король мечей – это проходить проверки во всевозможных инстанциях,
причем по вашим картам это как успешно. И знаете, как продумывать какие-то, реализацию идей на будущее. То есть здесь у вас арканы замечательные. Если мы с вами посмотрим вопросы финансов, здесь у нас падает аркан Дурак. С одной стороны, это новый источник дохода, новые возможности. С другой стороны, по Дураку это траты, связанные с детьми, то есть траты на детей, либо на ваших домашних питомцев. Так это могут быть траты еще связанные с поездкой, с переездом, со сменой места жительства. Но у большинства, у кого вот есть детки, это все-таки траты на детей и с детьми связаны. Сейчас даже дотяну, посмотрим. Видите, 7 чаш. Исполнение желаний, видите, вот ребенок на ручках. То есть это связано все-таки с детьми, а для кого-то это еще траты на мечту, траты на реализацию задуманного. Поэтому на самом деле здесь карты неплохие. Хорошо, сейчас мы с вами посмотрим и проанализируем вопросы здоровья. По здоровью у нас здесь 7 пентаклей. Это, знаете, как профилактические какие-то меры, направленные на диагностику, на устранение хронических заболеваний, и поддержание себя в тонусе. Для женщин это, конечно же, вопросы зачатия, деторождения, вынашивания, то есть у каждого это играется по-разному. В остальном для мужчин и для женщин это стабильное положение вещей. Единственное, о чем говорит карта, если есть какая-то хроническая проблема либо заболевание, то вы этому мало приделяете внимания, потому что здесь, знаете, как где-то кольнуло, где-то заболело, вы как-то от этого отмахнулись, откладываете на потом, но впоследствии это может перерасти в какую-то более глобальную, серьезную проблему. Поэтому лучше так не поступать. Вопросы личной жизни. 10 чаш. Замечательный аркан, прекрасная карта, которая говорит о любви, о взаимопонимании, о для кого-то обретении партнерства, а у кого-то для устранения ссор, конфликт, укрепления связей или для построения новой семьи. Сейчас будем прояснять все эти моменты. Итак, если на текущем этапе вы у нас свободны, то 10 чаш и 9 мечей это идут в сторону переживания страхи, которые у вас были связаны с построением отношений. Либо если вы видели перед собой какую-то модель поведения ваших членов семьи, потому что, видите, 5 чаш очень сильно, как был негативный сценарий прошлого. Так вот здесь это преодоление ваших страхов, которые у вас были ранее, и знаете, как входить в новые отношения, входить в новые стабильные связи. Потому что здесь по 9 жезлов, это знаете, как вы сами собственноручно наконец-то будете выходить из ситуации стагнации и убирать те блоки, которые мешали раскрытию вашего потенциала и вашей жизни. Если смотреть ситуацию для тех, кто находится в любовных треугольниках, вы обратите внимание, 6 жезлов, карта победы. То есть это выбить для себя этот новый социальный статус. То есть для любовников, для любовниц это как раз возможность построить новую ячейку общества с вашим избранником или избранницей. И если же вы в стабильных связях, то прям 2 карты пошло. Раз 2 пошло, 2 озвучим. 2 мечей и рыцарь жезлов. Это убрать какие-то препятствия, какие-то споры, связанные с поездкой. Это может быть поездка на отдых, это могут быть переезд, смена места жительства. То есть убрать эти препоны на пути и, как следствие, добиться реализации желаемого. Если мы с вами посмотрим рекомендации на этот месяц от карт, у нас здесь ложится рыцарь чаш. Карта, которая указывает по ситуации о том, что нужно больше эмоций, нужно больше каких-то ярких моментов, впечатлений, знаете, как перемены мест. Если есть возможность, то отправиться в отпуск, на отдых, больше общения и коммуникации с друзьями, больше каких-то позитивных, радостных моментов и, знаете, постоянного движения. Движение не с позиции даже перемещений, а какой-то вашей социальной активности, потому что рыцарь чаш – это общаться, это идти на компромиссы, на коммуникацию, это выстраивать для себя позитивную цепочку событий. Но если мы посмотрим с вами на сентябрь месяц, у вас наиболее значимой знаковой сферой, как мы видим, является сфера финансов. И нам это подтвердили те карты, которые мы вытянули как общие энергии месяца. Сейчас с вами посмотрим неожиданность периода, о чем здесь идет речь. Женщина, медведь, коса. И дно колоды у нас гора. То есть это заручиться чьей-то помощью, поддержкой в плане достижения или реализации целей. Причем женщина, медведь, коса, как правило, это знаковая женщина, влиятельная дама, которая вам поможет решить эту проблему. Еще медведь, коса, это как может быть идти какая-то угроза от проверяющих инстанций.
либо там силовых структур. Так вот, женщина-медведь-коса – это как раз помощь или содействие от таковой женщины в этих вопросах, ну, с целью избежать текущих проблем и текущих ситуаций. Если у вас еще одно колоды гора, как мы здесь видели, это убрать у себя на пути препятствия в плане переезда, эмиграции, смены места жительства за счет ваших связей, ваших знакомств. Безусловно, негативные аспекты мы с вами убираем и закроем их позитивными, так как негатив нам здесь не нужен. Поэтому нового вам старта в жизни, нового начала, новых возможностей. Сейчас будем закрывать. Пусть вам помогает интуиция в достижении цели, в достижении результата. И чтобы вы были довольны происходящими событиями. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот такой у вас событийный ряд на сентябрь месяц. От вас по прошествии времени, как всегда, жду обратной связи, как для вас отыграется данный расклад, данная информация. Поэтому не забывайте черкнуть пару строк. Я же вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых встреч.